Воззвание к Гекате Хтонии. Это небольшой ритуал, основная цель которого — поход за силой. К третьей ипостаси Гекаты обращаются в поисках силы. Она дает ясность видения, словно присоединяет ваш взгляд к самой вечности, и вам становятся ведомы тайны всех пространственно-временных пластов. На алтаре Гекаты Хтонии изображение с ее ликом, мясо, дымные смолы, черные свечи 3 или 11, благовония с ароматом сладких цветов, распускающихся ночью, молоко, земля. Лучше брать землю с плодородного поля. Текст произносится в своеобразной шаманской манере. Никогда не забывайте о том, что состояние мага во время проведения ритуалов в 1000 раз важнее любых произнесенных слов. Ритуальный текст — это волшебная лестница, по которой маг спускается в глубины неведомых нечеловеческих состояний. В данном случае текст следует прочесть несколько раз. Начинаем с тихого и протяжного произнесения. Говорите так, словно ветер воет. Кстати, такой способ произнесения магического текста на манер поющего ветра рекомендовал известнейший маг Алистер Кроули. Тянете гласные, чувствуете, как слова пробуждаются в вашей груди, вибрируют в вашей грудной клетке, словно клубки просыпающихся змей с поблескивающей драконьей чешуей. Змеи этих слов покидают ваше тело и устремляются вдаль. Сперва отправьте их вперед, затем вправо, влево, назад, вверх и вниз. Просто представляете, как с каждым озвученным длинным выдохом слова отправляются в ту или иную сторону. Это позволит вам пропитаться энергиями Гекаты еще до начала основной ритуальной работы. «Ты, кто есть, Мать бескрайней ночи, тебя призываю. Ты, кто есть змея, обвившая сердце, тебя призываю. Ты, в чьих глазах пустота великого моря, тебя призываю. Ты, кто питается страхом, смертью и полуночным небом, тебя призываю. Ты, кто есть туман на 9 священных могилах, тебя призываю. Ты, кто освещает холодом своего дыхания затылок, тебя призываю. Из ночного тумана и лунного света сотканы седые космы твоих волос. Твое зрение в стопах, ладонях и коже. Твоя кровь — все подземные воды мира. Твои угодья велики, ибо под луною больше мертвых, чем живых. Великая богиня Геката, я призываю тебя. Зажигаем благовоние, молоко выливаем в землю. Если вы давно работаете с Гекатой и посвящены в ее магическом канале, то можно добавить в молоко 1 каплю своей крови. Представьте, что под вашими ногами бескрайняя черная бездна, и чем ниже опускается в нее ваше внимание, тем более бархатной, плотной и одушевленной становится темнота. И в глубинах этого мрака, аккурат под вашим позвоночником, клубок змееподобных драконов. Их чешуя черна, их утробное шипение звучит, как дыхание самой земли, их глаза желты. И вы, точно бесстрашный астронавт, ныряете в эту глубину, словно на лифте спускаетесь вниз, позволяете драконам обвиться вокруг вас, всей кожей ловите их извивающиеся медленные движения, а потом осознаете, что вы от них неотделимы, что вы тоже желтоглазая часть этого вечного клубка. В этом состоянии нужно сидеть до тех пор, пока на вашем алтаре догорят 3 свечи. Никаких посторонних мыслей быть не должно. Все ваше внимание посвящено слиянию с этими драконами, и только в этом случае к вам придут и фоновые визуальные впечатления, и глубокие духовные инсайты. Причем ритуал — это просто провокация инсайта. Само священное «эврика» может включиться позднее, когда вы уже покинете храм. Но в любом случае после такой магической работы у практика будет впечатление переполненности древней силой. Еще одно важное замечание.
Ритуал Гекаты Хтонии на бумаге выглядит очень просто. В нем нет текстов, которые надо заучить, нет сложных движений и сигилов. Но все-таки это практика для продвинутых магов, потому что толк от нее будет лишь у тех, чье внимание совершенно. Любая лишняя мысль во время ритуала, любого ритуала на самом деле, сбивает прицел. Я часто говорю о том, что первичное качество мага — тренированное внимание. Это первооснова силы, первая ступенька, с которой подъем к силе становится возможным в принципе. Внимание тренируется в медитативных практиках. Для этого подойдет любая медитация. Просто выберите ту, которая больше вам отзывается. Если сложно даются статические медитации, выберите динамическую практику. Почти всем людям хорошо заходит спонтанный танец. Поймать такое состояние, чтобы тело само, вне вашего волеизъявления, совершало плавное движение. Или можно наблюдать за своим дыханием, сконцентрировав внимание на ноздрях. Это вообще классика. Следить за тем, как выдыхаемый воздух греет ноздри, а втягиваемый немного холодит.